Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня рисуем цветки гладиолуса. Просмотрев сегодняшний урок и попрактиковавшись в нем, вы сможете нарисовать подобную картину. Мы рисуем цветки гладиолуса. В Китае верили, что цветок гладиолуса обладает магической силой и может помочь уже умершим людям попасть на небеса. Мы начинаем с розового цветка гладиолуса. Берем готовый розовый или намешиваем свой, смешав белила с красным, и берем как основной светло-розовый цвет и на кончик кисти насаживаем более темный розовый оттенок. Начинаем движение с кончика кисти, затем все более прижимая кисть и при этом вводя зигзагообразные движения. Двойным мазком мы прорисовываем лепесток цветка гладиолуса. В общей сложности мы рисуем 5 лепестков. Затем, работая кончиком кисти, мы можем подчеркнуть некоторые места на лепестках, особенно его серединку, потому там как есть центральная выступающая прожилка и несколько мест по бокам, чтобы немного придать объема. По такому же принципу, как мы рисовали этот цветок, мы будем с вами рисовать и все остальные цветки. Не забывайте о том, что цветки нам видны в разных ракурсах. Соответственно, какой-то цветок мы будем видеть прямо в лоб и будем видеть все его 5 лепестков, а какие-то цветки мы будем видеть под углом или же с задней части, либо с боковой стороны. Соответственно, иногда нам могут быть видны либо, скажем, 4 лепестка, либо 3, ну и так далее, собственно говоря, в зависимости от ракурса. Меняйте оттенки розового, которым вы пользуетесь. Принцип мазка для лепестков гладиолуса один и тот же. Начинаем движение с кончика, затем более прижимаем кисть и делаем волнообразные такие движения, чтобы прорисовать красивые края лепестков гладиолуса. Так мы рисуем несколько цветков и один бутон, но по тому же самому принципу. На длинной и устойчивой ножке на стебле цветка гладиолуса цветы располагаются один за другим вверх. То есть чаще всего цветки будут видны друг над другом. Цветки будут расположены друг над другом в чередующемся порядке. Теперь, когда мы нарисовали сами цветки, мы берем более темный розовый оттенок. Это второй вариант, как можно нарисовать. Вначале мы уже брали более темный розовый на кисть и так совершали мазок, а можно работать только каким-то одним розовым оттенком и затем уже, взяв более темный, придать объема, наметить основные места, взять воды на кисть и немного их растушевать. То есть два варианта. Либо мы сразу пользуемся двумя оттенками, либо сначала рисуем одним оттенком, затем придаем объем и растушевываем. Теперь берем желтый цвет, не смешиваем его с белым, как мы делали это обычно, потому как желтый весьма прозрачен. Здесь нам нужно, чтобы желтый именно был прозрачен, и этим желтым ярким цветом заполняем серединки, просто закрашиваем. Теперь мы будем рисовать красные гладиолусы. Мазок тот же самый, ничего не меняется. И опять же есть два варианта. Либо мы просто пользуемся одним красным оттенком и затем, уже взяв более темный красный или бордовый, будем прорисовывать прожилки и другие необходимые детали для придания объема. Делаем мы это тогда, когда краска еще, собственно говоря, влажная, чтобы эти прожилки органично вписались в предыдущий слой краски. Там, где мы работали розовым, там были немножко по-другому, потому что там были белила, смешанные с красным цветом, и потому белила они придают густоту и
там нам нужно было использовать воду, чтобы растушевывать прожилки. Здесь уже этого делать не надо. И второй вариант, как и в первом розовом цветке, это когда мы, взяв красный цвет на кисть как основной, на кончик берем более темный оттенок и двойным мазком прорисовываем лепестки. Но здесь уже тогда будет очень важно, чтобы кончик кисти всегда упирался, темный кончик кисти с темной краской всегда упирался во вторую часть мазка тем же самым кончиком. В общем, все достаточно легко и просто. Посмотрите, как это делается, и попрактикуйтесь, и не будет никаких проблем, чтобы создавать вот такие красивые по форме лепестки. Теперь начинаем прорисовывать остальные части цветка. Мы сейчас подготовили бутон и рисуем, собственно говоря, стебель. Стебель – это линия от точки до точки темно-зеленым цветом. А бутоны мы рисуем, собственно говоря, таким образом, цвета ложи, точнее, для бутона. Начинаем мазок с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и опять приводим ее к кончику. Двойным мазком мы это делаем, создаем вот такой цветоложи, коробочку для будущего бутона. Делаем это оттенком зеленого, можно взять даже два оттенка зеленого на кисть сразу, более светлый как основной, более темный на кончик кисти. Все остальные части, которые относятся к траве и зелени, делаю все по тому же самому принципу движения, начиная с кончика, тем более прижимаем и опять поднимаем. Стебли – это линия. Для тонкой линии мы знаем, что оказываем меньше давления на кисть, а для более толстой линии оказываем большее давление на кисть. Продолжаем работать с зеленью по тому же самому прежде описанному принципу мазков. За это время у нас краска на цветках уже подсохла, мы также заполнили серединки гладиолусов, красных гладиолусов желтым цветом, а теперь рисуем бутоны. Красным цветом мы подрисовываем бутоны. Движение то же самое, от кончика кисти все более прижимаем и опять возвращаемся к кончику. В некоторых местах мы дополняем цветками в других ракурсах на стеблях, то есть заполняем оставшееся пространство, завершая, собственно говоря, композицию. Мазки все те же самые, по тому же прежде нами изученному принципу. Теперь поработаем еще с зеленью. Возьмем более темный зеленый, смешаем даже его с коричневым и рисуем вот такую вот острую зелень, похожую на ту, как мы рисовали у ириса. Начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и проводим уверенные линии. Поскольку кисть у меня малая, средняя, не малая, средняя, я делаю это в несколько этапов, в несколько мазков. Если бы кисть была достаточно объемной, то можно было бы все это сделать и, собственно говоря, в один мазок. Вы видите, что в некоторых местах получаются такие интересные, красивые пробелы. Это за счет того, что я уже сухой кистью, то есть на ней нет влаги, но есть краска, я ей как бы проскрябываю по бумаге. И получаются такие красивые просветы. Теперь возьмем самый темный зеленый и кончиком кисти проведем тонкие линии на уже имеющейся зелени, прорисовывая тем самым такие интересные прожилки и добавляя фактуры и, собственно говоря, объема. Теперь, что мы еще сделаем, как я говорила, используем эффект сухой кисти. Когда на кисти нету влаги, но есть краска, темно-зеленая в данном случае, мы по некоторым местам зелени, бутонам, цветоложем поскребем этой кистью, чтобы сделать все более интересным и объемным. А теперь возьмем темно-красный цвет и таким легким ненавязчивым контуром обведем наши красные гладиолусы. Не обязательно двигаться ровно по очертаниям цветка, можно захватывать пустое пространство, быть даже, можно сказать, немного неаккуратным, будет даже красиво. И в центре еще раз подчеркнем прожилки, если нам того хочется. Последнее, что мы сделаем, это пестики и тычинки. Для этого возьмем белый цвет, белила, и поставив 3 вот такие интересные растянутые точки, проведем линию
тонкую линию и тем самым обозначим пестик и вокруг него несколько тычинок, тоже тонкими линиями. Вы помните, что для тонкой линии мы оказываем минимальное давление на кисть. Когда работаем малой кистью, об этом в принципе не нужно сильно задумываться, так как, собственно говоря, малая и тонкая кисть и даст тонкую малую линию. Это последние маски кисти. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.